Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю с 17 по 23 марта. Давайте узнаем, что же прояснится на этой неделе. И правда, по ретроградной Венере нам могут возвращаться некоторые события прошлого. И не для того, чтобы мы начали какое-то самокопание или застряли, одним словом, в этом прошлом. Нет, скорее всего, нам возвращает Вселенная или пространство, назовите как угодно, высшие силы, какую-то могут, по крайней мере, пусть не для всех, или отголосками какими-то, так вот возвращают историю прошлого для того, чтобы мы сделали правильные выводы, завершили, может быть, некоторые дела и пошли дальше. Это будет очень важно. Может быть, это и люди. Тогда примите во внимание, мои дорогие овны, что, в принципе, если какой-то человек возвращается в вашу жизнь, или, окей, вы сами возвращаете, допустим, значит, это тоже неспроста. Вот для чего-то он вам нужен. Или какая-то миссия, может быть, у него присутствует в вашей жизни. Мы говорим часто кармические отношения. Это вовсе не то, что мы идем с кем-то под венец. Это значит, на какой-то этап жизни человек входит в наше пространство, и для чего-то мы должны с ним провзаимодействовать. Вот давайте узнаем. И у нас цыганский старинный пасьянс, который у меня очень много лет. События именно предсказывают эти карты. Беспристрастно, без эмоций. С чем это может быть связано? Не такой большой срок, неделя. Ну, давайте узнаем. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Мы вместе с вами допускаем развитие альтернативных вариантов событий и размышляем, мои дорогие, как это может быть, по крайней мере так. Семейное счастье, личная жизнь, мои дорогие овны, у вас в центре внимания. И даже если кто-то один или одна, может быть, на этой неделе есть как раз вариант задуматься, а так ли уж мне важно быть одному или одной. Конечно, это может быть значение, когда родственники или, мои дорогие, дела домашние, место вашего пребывания, проживания. Потому что по этому значению проходит еще и наш уют, наш комфорт, куда мы возвращаемся, привести и мысли в порядок, ну, может быть, и тело тоже. Поэтому самые разные направления по подкове. А еще раньше говорили, подкова – это как своеобразный символ счастья или удачи. Поэтому какие-то добрые энергии, мои дорогие овны, на этой неделе будут. Идем дальше. Что нам еще расскажут карты для вашего знака зодиака? Смотрим вместе. И в нашем пасьянсе мы можем сложить крайние ряды. И горизонталь, и вертикаль. И вот у вас выпадает ключ. И это как открытый путь. Вот правда, для тех, кто один или одна, может быть, самое время поставить точку в своем одиночестве. Или у кого-то из вас, ведь это еще жизненный путь, это важное решение. К примеру, вы проживали с родителями, и здесь вы решите, ну, все, хватит, теперь я начинаю самостоятельную жизнь. И, скорее всего, вы сумеете достичь взаимопонимания. Может быть, даже вас и поддержат. Или наоборот, для кого-то как съехаться с семьей. Или, безусловно, карта или значение ключа может говорить о том, что это как, если мы говорим жизненный путь, это сфера ваших достижений. Но тогда это тоже как ключи в ваших руках. И тут действительно для себя, в принципе, вот эти даже 7 дней, хоть и небольшой период, но с пользой потратить каждый день именно для того, чтобы что-то свое осуществить. Или, мои дорогие овны, на один шаг приблизить свою мечту. Очень важно мечтать. И мечта – это не просто что-то эфемерное. Еще Эйнштейн говорил, воображение важнее знаний. Сложный путь был у этого известного человека. Но, пожалуй, именно во многих случаях воображение ему помогло создать то или открытие закона физики, которые в последующем были доказаны уже на практике.
И мы на сегодняшний день пользуемся ими тоже. Итак, вот смотрите, есть какая-то змея у вас, тем не менее. По змее это может быть тот, безусловно, человек, который о себе много не рассказывает. Или тот, который в тени. Тот, который нами должен быть просчитан или увиден. Знаете, я бы сказала так, когда выпадает змея. Если вам кто-то, мои дорогие овны, льстит или говорит какие-то комплименты, ну, это всегда первое правило, наверное, жизни вообще, не обязательно на эту неделю. Если кто-то проявляет знаки внимания, это не значит, что это плохо. Но задать себе вопрос, а зачем это человеку нужно? Вы таким образом себя убережете от поспешных действий или доверчивости. Мы ведь все разные, а ваш знак зодиака – люди чаще открытые. И вы абсолютно, опять же, чаще, в большинстве своем, уверены, что люди вам платят сторицей. А мы ведь не можем просчитать, какой может быть хитрый план у человека. И кто знает, может быть, и некоторые персонажи хотят усыпить нашу бдительность. Вот, мои дорогие овны, вашу бдительность никто и ничто не должны усыпить. Поэтому будьте внимательны. Безусловно, есть и люди, которые вас любят. Потому что, когда выпадает кольцо, это наши или ключевые партнеры, как прочный союз, это значение называется. Ну и часто с учетом того, что у вас выпадает подкова, это наши близкие. Поэтому, если про одиночество, самое время подумать, чтобы из него выйти. А для тех, кто в паре, мои дорогие, это наоборот вас что-то будет объединять. Или вы можете проговорить какие-то темы, которые лично вас беспокоят. И ваш близкий человек разделит ваши или сомнения, или наоборот поможет прояснить что-то. Но, по крайней мере, это больше будет защищенности. И тогда вот эти змеи или какие-то превратности судьбы вам, как море по колено. Поэтому какой-то важный союз должен быть продолжен. Смотрим дальше, что у вас еще совпало. И если мы сложим последний ряд по вертикали, у вас выпадает флаг, это победа. И, в принципе, победа может быть, когда вы, допустим, поссорились со своим близким человеком, любимым человеком. Или это может быть и по делам, по вашей работе, занятости, тоже какая-то победа. Но если мы говорим, даже если прежде были какие-то недоговоренности, недосказанности, ведь у каждого своя история, вы действительно можете выйти победителем. Но от вас это требует несколько других энергий. Ну вот этот прочный союз, наверное, это как дважды победа может для кого-то быть. А возможно, это и действительно какие-то важные решения из сферы ваших достижений, но, к примеру, это какие-то документы, важные согласования. Или когда вы для себя попросту проясните какой-то вопрос. Потому что открытый путь, по сути дела, к победе. И это не совсем в значении на одну неделю, мои дорогие овны. И вот пока я с вами говорила, анализирую, что у вас еще совпало. Не вижу я пока совпадений. Давайте пойдем дальше. И первую карту, которую мы с вами достанем, что же прояснится? В чем или в какой сфере жизни? На чем, по крайней мере, карты пытаются заострить ваше внимание? Что вам нужно услышать? Что будет для вас важно? Неожиданности, мои дорогие. И достанем карту как добрые события или что вас приятно удивит или обрадует. В чем ваша сила? К чему все идет, мои дорогие? И сфера ваших достижений, дела, работа, бизнес, деньги, финансовая энергия и личная жизнь. Давайте будем узнавать, что же, в какой сфере жизни у вас что-то прояснится. Ух ты! Серьезная тема. 15-й старший аркан, и это элемент зависимости. Зависимость у каждого своя.
Это может быть зависимость от конкретного человека. Иногда это зависимость от работы, мы с вами трудоголики, да, вот бывает такое, правда, много работать приходится. Или вы поставили для себя какую-то цель и понимаете, что, ну, я хочу этого достичь. Тогда все же, что прояснится? Может быть, вы видели одно какое-то направление. Или методы, самое главное. Тут вот методы. Или как вы будете осуществлять свое намерение, желание или цели, к которой стремитесь. Так вот, здесь что-то проясняется. Может быть, для вас открывается, ну, как, если есть или сопряжено ваше намерение с людьми, здесь, правда, вы можете узнать какую-то тайну о человеке. Или, пусть это не совсем тайна, а когда вы, словно, избавляетесь от зависимости по отношению к этому человеку и понимаете, я и без тебя могу осуществить какое-то дело. Вот, к примеру, так. И прежде вы думали, что эти контакты вам совершенно необходимы. Так бывает даже по делам. Мы иногда зацикливаемся даже, да, нам кажется, один человек что-то говорит наиболее правильно, и мы начинаем внимать, и мы думаем, что да, вот его позиция жизненная наиболее какая-то перспективная, или он наиболее хорош, а мы как раз себя ставим на второе место. Вот здесь как раз и в этом контексте могут произойти некоторые метаморфозы, когда вы окончательно поймете, а что это я тебя слушаю? Тут вообще-то я сам могу что-то осуществить. Здесь, правда, у кого-то мог предшествовать как спор или какая-то не очень приятная ситуация, когда вас, мои дорогие овны, пытались в зависимость от кого-то, ну, как поместить или расположить вот так. И здесь вы от этого практически откажетесь, потому что тайное становится явным. Конечно, какие-то привычки тоже проходят, и поэтому здоровый образ жизни, наверное, тоже в центре внимания. Но если мы говорим, опять же, возвращаясь к работе, вы люди трудоспособные, и эта карта всегда символизирует наше физическое здоровье. И это со знаком плюс. Потому что что такое по аркану дьявол? В принципе, наше здоровье или самочувствие. Это жизненные силы. Поэтому карта говорит, жизненных сил, физических, у тебя, Овен, будет достаточно. Но, с одной стороны, мы чувствуем, что, ну, я сейчас горы сверну. А тут оставьте горы на месте. Нужно подумать, как эту силу распределить наиболее правильно, чтобы вас буквально хватило на все. Или, может быть, у кого-то в отношениях, пусть и в личной жизни, была какая-то, ну, как двойственная ситуация, была тоже зависимая ситуация. Вы, ну, испытывали, может быть, страсть, буквально влечение сильное к человеку. Вот здесь вы можете от этого освободиться. Вы будете более холодным умом, по крайней мере, мы можем или должны быть наши усилия на это направлены, чтобы мы более рационально видели, будь то отношения, мои дорогие овны, будь то, что вы хотите осуществить, и эта работа. Тогда этой зависимости нет, и мы себя не чувствуем марионетками, потому что как только мы попадаем на удочку вот этому 15-му аркану, мы становимся словно, ну, игроками в чужой игре. Вот вы не должны быть игроками в чьей-то игре. Пусть, мои дорогие овны, ваши силы, намерения, цели, они были направлены именно на то, что важно вам. Ну и чтобы у вас самих была своя игра. Но не переиграть, всегда говорит эта карта. Иначе какая-то игра может перейти в опасность. Поэтому держите руку на пульсе. Давайте мы узнаем, что же как неожиданности на этой неделе, неожиданные события. Двойка мечей, правда, тут что-то может проясниться. Была какая-то двойственность, но тут очень многое зависит от вас самих. Захотите вы увидеть вот эту самую реальность или выйти из вот этой зависимости, потому что мы к чему-то привыкли. Здесь же можно трактовать и так, нам больно с чем-то расставаться, а двойка мечей нам буквально говорит, сними повязку с глаз. Или открой глаза, увидь реальность. И вот эта путаница, это именно путаница по двойке мечей. У нас как будто время принимать важные решения. И об этом тоже в неожиданностях говорит карта. Не теряй момент. Потому что впереди 15-й аркан, и все то, что я сказала, эта карта усиливает. И как и путаница должна быть устранена именно в этой неделе. Или прояснен какой-то вопрос. Но от чего мы отталкиваемся? Мечи. Это достаточно холодная карта. Поэтому и вы
будьте очень рациональны. В неожиданностях где-то могут быть и события, которые происходят вокруг вас. Или, может быть, вам нужно проанализировать какую-то историю, неважно в какой сфере жизни, к чему или с чего начало развиваться, и как шаг за шагом вот вы пришли к тому моменту, в котором находитесь теперь. Здесь, правда, рационализм вам будет помогать, но для кого-то из вас это будут еще и новости. Но к новостям нужно относиться так избирательно. Доверяй, но проверяй. Здесь доверять нужно самому себе, но не в плане глубокого самокопания. Нет, здесь все лежит на поверхности каждого дня. Будьте реалистами, мои дорогие овны, чтобы, где-то не создать самому себе вот эту самую путаницу. С этого, по сути, все начинается. Какие-то важные события. И здесь может что-то развиваться для вас в плюс, а вы будете думать, а нет, тут ничего хорошего. Или это как-то может быть совершенно наоборот. Добрые события или что вас приятно удивит. Тут вам пространство само помогает. И это карта трансформации. Пусть не во всех колодах, но 8 жезлов – это карта скорости, безусловно. И я всегда говорю, особенно вот в этой колоде, словно 1000 дорог сходятся в одной точке. Правда, тут как и важная информация, как какая-то возможность, и мы не можем терять времени. Еще одна карта говорит, не теряй времени, и это для тебя как во благо. Нужно с чем-то вот вам определяться будет. И прояснится, тут действительно какая-то история, которая, опять же, неважно, у каждого в своей сфере жизни, но здесь вас словно высшие силы подводят к какому-то итогу, и вы не можете это отложить на потом. Хотя у кого-то проиграется банально, вам нужно будет совершить поездку, к примеру, по согласованию, в связи с какими-то документами или продвижением вашего дела, может быть, встретиться с конкретным человеком и что-то очень важное прояснить, проговорить, не оставить на потом. У нас стремительное время, мы проживаем в эпоху перемен, и словно пространство убыстряется. Но, видимо, на этой неделе для вас не должно быть какой-то недосказанности или того, что... как вас ставит в тупик, мои дорогие. Так и буквально зависимости или зависимых отношений. Добрые события, если мы с вами прояснили, то есть это сама по себе, как данность каждого дня, то давайте мы узнаем, к чему же все идет. Нечего мне добавить, ваша карта, и не случайно у нас где-то тут символ именно вашего знака зодиака. Это жизненная активность. Да, у кого-то это совпадет с представителями, допустим, встреча власти, закона, чиновниками, когда вы на бумаге хотите оформить что-либо. Или это разговор с руководителем. Это ваша жизненная сила, активность, когда вы хотите в сфере достижений достичь какой-то определенной высоты, и вы будете к этому стремиться. Безусловно, будьте мудры. Всегда говорю, будьте мудрыми императорами, потому что очень часто по этой карте, как в поговорке, есть два мнения, мое и неправильное. Вот такого быть не должно. А мудрый император понимает, что да, мое мнение есть, у меня есть цель, но есть два направления или два пункта в моей жизни, на что я не могу влиять. Это на людское мнение, и у вас змея. И мы тут никому ничего не доказываем. Мы оставляем людям думать, да все что угодно. Нам просто все равно. И это где-то вас освобождает от какой-то зависимости и от ненужных мыслей, от глубокого размышления, самокопания. Мы просто понимаем, что от людей, в принципе, да, может быть и есть узкий круг доверенных лиц, кому мы можем доверять, но сказать, что мы будем наивными, или мы должны беречь себя. Поэтому не ожидайте от людей больше, чем они способны вам дать, или способны в вашу жизнь принести какие-то перемены, перспективы. Будьте внимательны. И с другой стороны, мы допускаем, что есть еще и внешние события. Это тоже очень важно. И опять же, мы на них не влияем. Оставьте все то, на что вы не влияете, развиваться своим чередом. Делайте выводы и идите дальше. У вас сильная позиция, мои дорогие овны. Сфера достижений, шикарно. Все же в центре внимания финансы, семья,
личная жизнь, какой-то итог, может быть получение денег, возможно, это какие-то важные договоренности по работе или важные бумаги, но в целом я хочу сказать так, что сфера достижений, работы, кто ищет работу, вы можете найти работу на этой неделе или какие-то приятные события на работе, которые где-то от ваших правильных выводов или правильной постановки вашей цели будут зависеть. Может быть, это важный разговор с руководителем. Его нужно провести в каком-то очень корректном формате и в то же время. Ну, может быть, ваше намерение, если вы, к примеру, делаете карьеру. И здесь есть возможность договориться и одновременно открыть для себя новые перспективы где-то, не просто как на должность таковую, а еще и увеличить собственное жалование. Так вот, что же у нас деньги? Хотя сказали, что деньги есть, деньги будут. Тройка пентаклей – это всегда карта сдачи экзамена или обучения. Мы можем что-то изучать, и в последующем мы перекладываем это на практику, и это нам приносит вторичный доход или расширяет наши перспективы. И здесь от банального. Кто-то учит языки программирования и планирует работать сам на себя. Может быть, работать на дому. Планирует переезд, возможно. У кого-то ведь правда может быть переезд или какая-то поездка очень далеко, потому что у вас выпадает еще и ключ. И вот какие-то знания вам совершенно необходимы. А кто-то будет планировать работу на дому. Или открыть интернет-магазин. Но явно какие-то скиллы, навыки, ресурсы вам будут нужны дополнительно. И карта даже говорит, ты изучай. Не думай, что ты все знаешь. И здесь любое знание, оно вам помогает. И, мои дорогие, например, вы хотите оформить документы, пока вы, понимаете, есть какие-то препоны, предположим, законодательные, значит, нужно найти человека, чтобы вам прояснили, каким образом это можно обойти или каким образом это можно сделать, потому что любой закон имеет подзаконные акты. И часто как раз грамотный юрист или адвокат помогает нам правильно решить некоторые вопросы. Одним словом, изучайте. А для кого-то из вас, если мы говорим экзамен, правда какой-то экзамен, может быть, вы сдаете, получаете сертификаты или какие-то дипломы и защищаете как свои знания, подтверждаете, и для вас это, как новые перспективы в работе тоже. Или для кого-то из вас и другая еще может быть такая стезя на этой неделе, когда мы сдаем жизненный экзамен на прочность, стойкость и выдержку. Где-то на хладнокровие и включение в те вопросы с учетом восьмерки жезлов, которые интересны и нужны вам, а не кому-то другому. Освобождаемся от зависимости. Вот этот жизненный экзамен может проходить. И если по ретро-Венере нам какую-то историю возвращает судьба, Вселенная, значит, мы тоже должны с чем-то определиться. Это может символизировать своеобразный жизненный экзамен. И если мы его сдаем, проходим, то в последующем мы будем избавлены от какого-то печального опыта. Будьте внимательны. Личная жизнь. 13-й аркан, я надеюсь, все правильно понимают, что это перерождение, так тут и написано в этой карте, но это карта трансформации. Еще одна трансформация, и это старший аркан, и по нему мы зависим где-то от внешних событий. Все то, что я говорила по аркану император. И, видимо, вот мое сказанное по аркану император, оно будет дважды важно для вас. Я уже не повторяюсь, потому что рядом у нас как раз 13-й аркан. Перемены сами по себе, трансформация. И это связано с тем, что что-то завершается, или вы должны, может быть, что-то завершить. Возможно, это как проект, в котором вы участвовали, и теперь он подходит к концу, и вы уже для себя, какие-то наметки выстраиваете, новые перспективы, или тезис-план создаете вашей работы, или сферу вашей занятости. Может быть, пусть это выпадает на личную жизнь, но в данном случае это может проигрываться как ваше личное дело, например. Или это может быть как, может, вполне вероятно, ваш переезд. Или вы получаете какие-то сведения, что прежде тот вопрос, которым вы занимались, здесь как раз подходит к своему финалу. Вы что-то завершаете, мои дорогие. И вот это как трансформация или одновременно возрождение, перерождение. Это новые возможности,
Но мы должны надеяться сами на себя. Искусство мелких шагов, чего бы ни касалось, потому что старший аркан будет говорить обо всех сферах жизни. Нет чего-то такого, что на этой неделе, знаете, вот я занимаюсь только этим, остальное не учитываю. Для вас будет важно все сферы жизни соединить в какой-то гармоничный узор, потому что здесь все взаимосвязано. И любовь, и ваши взаимоотношения, и вопросы финансов, и ваши достижения. Перезагрузка, мои дорогие овны. Перекладывайте на себя, я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.